Друзья, всем привет! Сегодня мы приготовим настоящую вкусную ароматную домашнюю пиццу. Время идет, рецептуры дорабатываются, технология мной дорабатывается, и сегодня я хочу вам показать улучшенную свою версию приготовления пиццы в домашних условиях. Понятное дело, что мы сегодня не претендуем на итальянскую, там какую-нибудь римскую пиццу, которую готовят в дровяной печи, но дома приготовить вкусную пиццу, которая понравится всей семье, тоже достаточно просто. И, конечно, ключевой ингредиент любой пиццы – это хорошая основа. Это тесто ароматное, пышное, с хрустящей корочкой. Не сильно толстое, не сильно тонкое, но очень хрустящее. И начнем мы с приготовления этого самого теста. Я буду замешивать в миксере. Вы, конечно же, можете замешать и руками. Тесто на самом деле очень мягкое, легко замешивается и в конце приготовления вообще не липнет к рукам. Получается идеально. Для вашего удобства все ингредиенты, как всегда, будут в описании, а я соединяю все в миксере и начинаю замешивать тесто. В миксер отправляю муку, соль и сахар, быстродействующие сухие дрожжи, смесь оливкового и растительного масла и воду. И на слабой скорости начинаю замешивать. Если замешиваете руками, первые действия можете сделать при помощи ложки. Просто аккуратно объедините все ингредиенты между собой, а потом начните уже активно вымешивать руками. Для хорошего эластичного теста ему потребуется вымешиваться примерно 7-10 минут. Это будет идеально для того, чтобы все ингредиенты объединились, глютен в муке начал работать, тесто получится очень эластичным и впоследствии очень пышным и хрустящим. И через 10 минут наше тесто готово. Посмотрите, какое красивое. И несмотря на то, что тесто кажется достаточно липким, за счет того, что оно долго замешивалось, оно абсолютно не прилипает к крюку и к диже, и легко от него отходит. Даже если вы замешивали его руками, оно перестанет к ним сильно прилипать. Перекладываю тесто на стол и делю его на две части. Из этого количества получится две идеальные пиццы 33-35 сантиметров. Поэтому делю его ровно на две половины. И накатываю его в шарик. Выкладываем наше тесто на какую-нибудь доску, припудренную мукой, и оставляем подходить в холодном месте. Идеально, если вы оставите тесто подходить в холодном месте, типа балкона или холодильника, на 24 часа. Дрожжи начнут работать, переработают сахара, вкус у теста получится просто потрясающий. Но, конечно, с ним можно начать работать и буквально через 1,5-2 часа, как вы его замесили. Слегка припудриваю доску мукой и перекладываю на него наши шарики с тестом. Сверху тоже припудрил мукой, закрываю пленкой и уношу. И пока наше тесто подходит, мы перейдем к подготовке остальных ингредиентов. Конечно, не менее важно, чем тесто, это вкусный, насыщенный соус. И так же, как и тесто, его тоже можно приготовить заранее, например, с вечера, чтобы он успел остыть, и на следующий день вы готовили пиццу тогда, когда вам это удобно. Тем более остальная начинка может быть абсолютно любая, то, что есть у вас в холодильнике. Поэтому с приготовления соуса мы и начинаем, чтобы он тоже успел остыть. Первым делом в сковородку я наливаю небольшое количество оливкового масла и прогреваю в нем специи. Миллилитров 50 будет вполне достаточно. Из специй мне нравится использовать смесь итальянских трав. Обязательно, чтобы там был базилик и орегано. Это те самые специи, которые идеально сочетаются с пиццей и ассоциируются во время выпечки именно с тем самым запахом. Травы в горячем масле намного лучше раскрывают свои ароматы и будут более ярко играть в соусе. И небольшое количество черного молотого перца. Я использую самой мелкой фракции для того, чтобы в соусе не попадались крупные перчинки и не портили наслаждение от поедания пиццы. Можно добавить чеснок, можно добавить какой-то лук. Тут все по вашему усмотрению. Самое главное — итальянские травы, базилик, орегано и немножко черного перца. И прогреваем их в масле. В этот момент идет потрясающий запах, и мы можем добавлять томаты. Я использую перетертые, но если их нет, то можно взять томатную пасту и развести ее водой до состояния такой 10-15% сметаны. Разумеется, я готовлю достаточно большое количество соуса, его можно будет потом оставить
завернуть в эту же банку или в какую-то другую пластиковую емкость и убрать в морозилку. И у вас всегда под рукой будет отличный томатный соус, который подойдет не только для приготовления пиццы, и вам не нужно будет тратить на него время, но и приготовления каких-то мясных блюд. Например, потушить фрикадельки в таком соусе будет просто потрясающе. Доводим соус до вкуса с солью и сахарным песком. Сахар нужен обязательно, потому что томаты достаточно кислые, чтобы соус впоследствии получился именно сбалансированным и вкусным. Я всегда добавляю небольшое количество сахара. А соли, наоборот, много не добавляю, потому что продукты в пицце, они обычно соленые. Сыр, колбаски, бекон. Во всем этом содержится достаточно большое количество соли. Соус доводим до кипения и даю ему выпариться буквально 4-5 минут. Он станет чуть-чуть гуще, а вкус немножко концентрированней. Соус у нас покипел, я его выключаю и отставляю в сторону, пускай остывает. Мы можем заняться подготовлением остальных ингредиентов. Дальше все зависит абсолютно от вашей фантазии. Для меня есть только два правила. Это сыр, который нужно использовать. В пицце обязательно должна быть моцарелла, и, на мой взгляд, не помешает какой-нибудь твердый сыр, ну, по типу пармезана. Конечно, пармезан найти достаточно трудно, но что-то похожее на него взять можно. И вот сочетание двух этих сыров дает идеальную текстуру. Моцарелла хорошо тянется, а пармезан дает насыщенный остренький вкус. Обязательные взятки оператора. И все измельчаем. В итоге у нас получается вот такая вот мелкая сырная крошка, которая идеально подойдет для распределения по пицце. Моцареллу, как я и говорил, натираем на крупной терке. Много сыра не бывает. Конечно, моцарелла – это идеальный вариант. Если ее нет, то можете заменить ее на любой другой сыр, который, по вашему мнению, хорошо плавится. Например, я часто использую сулугуни. Что же касается мясной начинки, то я буду использовать колбасные нарезки и сырокопченый бекон. Его я просто немножко измельчу. Он уже идет тонко нарезанными полосками, которые я нарежу прямоугольничком. Все продукты готовы, мы можем переходить к приготовлению теста, и сейчас самое время начать разогревать духовку. Я разогреваю на максимальную температуру, которую позволяет моя духовка, 270 градусов. Если нет 270, 250 тоже отлично подойдет. И что я обязательно делаю, это сразу в духовку устанавливаю противень для выпечки или камень для пиццы, если такой есть. Они будут аккумулировать на себе тепло, за счет этого пицца будет готовиться намного быстрее, пропекаться снизу и сверху равномерно. Получится хрустящая и в то же время воздушная. Для того, чтобы не тратить ваше и свое время, я вчера специально замесил двойную порцию того же теста, которое только что вам показывал. Оставил его в холоде, как и сказал, на сутки подходить, и посмотрите, какие прекрасные плюшки, скажем так, получаются. Тесто немного увеличилось в размере, это все то же количество теста, что и было в тех шариках, но оно немножко подошло. И мы его берем и аккуратно перекладываем на стол. Для раскатки теста на пиццу я обычно использую не просто пшеничную муку, а семолину, ну или манку. В данном случае сегодня я буду использовать манку, мистралевская, кажется. Она достаточно мелкого помола. Тогда тесто не будет прилипать и будет удобно раскатываться или растягиваться руками. Обильно посыпаю его сверху этой же самой манкой и начинаю разминать. Видите, какие пузыри начинают подниматься? Самое главное для начала нам сформировать хороший борт. Такой красивый, который впоследствии будет аппетитно смотреться на нашей пицце. Для этого я беру и пальцами вот так вот небольшое количество теста по краю прям сильно прижимаю, оставляя примерно сантиметр высокого бортика. Еще один момент. Для того, чтобы переносить пиццу на камень, я буду использовать лопатку. Если у вас ее нет, то саму раскатку и приготовление пиццы лучше сразу проводить на небольшом кусочке пергамента, чтобы вы могли взять за него и переложить на противень или камень, потому что они будут горячие, вам неудобно будет как-то это делать по-другому. И теперь руками просто потихоньку начинаю растягивать тесто от центра к краю.
Если вам кажется, что тесто может начать прилипать, то просто подсыпайте немного манки или муки. Для такого теста практически не нужна скалка. Вы видите, насколько легко оно растягивается просто руками. Можете почувствовать себя настоящим пиццейоло. И когда мы сформировали основной корж, я переношу его на лопату. Спасибо Ивану за такой подарок. Еще раз сформировал аккуратные борты и теперь наносим соус. Соус наносим на центр теста, аккуратно распределяя его по краям. Много не нужно, чтобы не получилась жидкая начинка. Когда мы нанесли соус на наше тесто, следующим слоем идет сыр. И это очень самое важное правило, на мой взгляд. Сыр идет внизу, а не сверху, не засыпая собой колбасу, потому что потом, когда он будет плавиться, он не даст лишней влаги из мясных продуктов испаряться, и у вас получится очень жидкая, разваливающаяся начинка. А так сыр свяжет между собой тесто и верхнюю начинку. Небольшое количество твердого сыра и побольше моцареллы. Опять же, с количеством сыра и начинки я не люблю перебарщивать, потому что мы все-таки готовим пиццу, а не пирог. Начинки должно быть в меру, так же, как и тесто. Ну а дальше включаем свое воображение и раскладываем колбасу так, как вам нравится. Мне нравится сверху еще немножко присыпать итальянскими травами. И наша первая пицца готова отправиться в печь. Пицца выпекается достаточно быстро, буквально 5-7 минут. За счет того, что противень или камень под ней уже сильно нагретые, то нижний корж начинает выпекаться одновременно с приготовлением верхней начинки. Поэтому, как только сыр расплавился, тесто подрумянилось, пиццу можно доставать и подавать к столу с пылу с жару. Достаем нашу пиццуху. Смотрите, она прям живая. Идеальная пицца у вас дома. Отставляю ее в сторону и продолжаю готовить дальше. Боже, этот запах незаконный. Ну что, друзья, вот такие 4 шикарные, классные, ароматные пиццы у нас с вами получились. Мне уже не терпится разрезать и попробовать.
Только послушайте, как хрустит тесто. Идеально пропеченный корж, бок, корочка. Все в этой пицце просто прекрасно. Аромат божественный. Идеальный вариант для домашней пиццы, просто 12 из 10. Очень интересно было бы почитать, сколько такая пицца стоила бы в вашем городе в доставке, если бы вы ее заказывали домой. Друзья, а в съемке этого выпуска нам, как всегда, помогал Илья, Chill Production. Если вам нужна коммерческая съемка или такая вкусная, как у меня, то обязательно обращайтесь к нему. Все ссылочки и контакты будут в описании под этим видео. У меня на этом все. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями в ваших социальных сетях, оставите лайк и комментарий. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.